мясные пальчики. Свинину нарезаем небольшими ломтиками, толщиной примерно 1,5 сантиметра. Солим одну и другую сторону и перчим. Мясо кладем в обычный полиэтиленовый пакет и отбиваем с 2 сторон. Для фарша я перекрутила через мясорубку телятину и куриное филе, посолила и поперчила. Плавленый сыр нарезаем брусочками. На каждый ломтик свинины кладем фарш, распределяем. Затем плавленый сыр и сворачиваем рулетом. Так делаем все остальные. Рулеты обвязываем кулинарной ниткой. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем до румяной корочки. Затем перекладываем на тарелку и даем немного остыть. Снимаем нитки. Рулеты заворачиваем плотно в фольгу. Края скручиваем, как конфеты. Выкладываем на противень и ставим запекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов 30-35 минут. Мясные рулеты получаются очень нежные, сочные и изумительно вкусные. Вместо плавленного сыра можно использовать твердый сыр. Замечательно подойдут для любого праздничного стола, а готовятся они очень просто. Попробуйте приготовить. Очень вкусное блюдо – фаршированный картофель. Мелко нарезаем 1 репчатый лук. Кладем его на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и жарим до прозрачности. Добавляем 400 грамм мелко нарезанных куриных бедер и тушим минут 5. Мелко нарезаем 400 грамм шампиньонов и добавляем курицы с луком. Тушим минут 10 на среднем огне. Солим по вкусу. Вливаем 100 мл 10% сливок. Перемешиваем. Тушим буквально 2 минуты и снимаем с огня. Перекладываем на тарелку, чтобы быстрее остыло. Картофель отвариваем в подсоленной воде почти до готовности, но так, чтобы картофель не разварился. Остуживаем и при помощи чайной ложки аккуратно делаем углубление.
Выкладываем картофель в форму для запекания, смазанную подсолнечным маслом. Наполняем картофель начинкой. – 80 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. Я переложила картофель в форму немного меньшего размера, чтобы картофель был плотнее друг к другу. Посыпаем сыром и ставим запекать в разогретую духовку до 190 градусов на 15-20 минут. Вынимаем из духовки и подаем. Это правда очень вкусно. Картофель пропитывается жульенным соусом. Получается просто, но очень вкусно. И на праздничном столе такое блюдо не останется без внимания. Попробуйте приготовить. Сырный рулет с фаршем. Твердый сыр натираем на крупной терке. В миску вбиваем яйца, добавляем щепотку соли и слегка взбиваем. Добавляем твердый сыр, манку, сметану и майонез. Можно класть только сметану или майонез. Перемешиваем и отставляем на 20 минут, чтобы набухла манка. Прошло 20 минут. Противень застилаем бумагой для выпечки с силиконовым покрытием. Бумага должна быть очень качественная, это очень важно. Выкладываем массу на противень, размер противня 30 на 36 сантиметров. Разравниваем и ставим выпекать в разогретую духовку при температуре 190 градусов 15 минут. Теперь приготовим начинку. Берем любое мясо, у меня свинина, так как со свининой получается сочнее. Мясо я перекрутила с одной луковицы через мясорубку. Другой лук мелко режем и обжариваем до золотистого цвета. Обжаренный лук добавляем к фаршу. Солим, перчим и перемешиваем. Достаем сырный корж из духовки. Сразу еще на горячий корж выкладываем начинку. Равномерно распределяем. При помощи пергамента сворачиваем рулет. Шов должен быть внизу. Накрываем фольгой и ставим запекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов 40 минут. Достаем из духовки, снимаем фольгу и подаем. Сырный рулет с мясным фаршем получается просто бесподобным. Посмотрите, какой он сочный. Такой рулет вкусный как в горячем, так и в холодном виде. Я его готовлю почти на все праздники. Попробуйте приготовить. Уверена, гости оценят по достоинству. Вкусный салат «Фея». Свежемороженую скумбрию размораживаем, отрезаем голову и хвост, удаляем внутренности, моем, отвариваем до готовности, остужаем и разбираем на небольшие кусочки. Мелко нарезаем один маринованный огурец. Собираем салат. Первый слой на крупной терке натираем 2 вареных картофеля, солим и делаем сеточку из майонеза. Второй слой скумбрия.
делаем сеточку из майонеза. Затем выкладываем огурцы. Сверху на мелкой терке натираем вареную морковь. Распределяем и сеточка из майонеза. И последний слой натираем на мелкой терке 2 вареных яйца. Немного майонеза. И украшаем по желанию. Я украсила петрушкой и бабочками из помидоров. Салат получается нежный и очень вкусный. В нем идеальное сочетание всех ингредиентов. Замечательно подойдет для любого праздничного стола. Попробуйте приготовить. Закусочные тарталетки с семгой и с сыром. 50 грамм семги нарезаем очень мелкими кусочками. Перекладываем в мисочку. Добавляем сливочный сыр. Такой сыр хорошо сочетается с красной рыбой. Перемешиваем. Добавляем чайную ложку мелко нарезанного укропа. Еще раз хорошо перемешаем. Посолим и поперчим по вкусу. Берем кондитерский мешок с любой насадкой. Перекладываем в него нашу массу. Берем тарталетки, у меня уже готовые, и выкладываем массу в тарталетки при помощи кондитерского мешка. Оставшуюся семгу нарезаем тонкими полосочками и сворачиваем в форме розочки. Выкладываем в тарталетки, слегка уплотняя. Украшаем веточкой укропа. Вот такие получаются праздничные, очень нежные, вкусные тарталетки с семгой и с сыром. Такие тарталетки украсят любой праздничный стол. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Готовим закуску клубника. Такая закуска никого не оставит равнодушным. На мелкой терке натираем 4 средних картофеля и 2 средних свеклы. Картофель и свеклу я запекала в духовке, но также можно и отварить. Свеклу отжимаем от жидкости и кладем в миску. Добавляем картофель, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. Для начинки нам понадобится 1 слабосоленая селедка. Я ее заранее разобрала на филе и нарезала на небольшие кусочки. Мелко нарезаем 1 репчатый лук, небольшой пучок укропа и 2 вареных яйца. К селедке добавляем яйца, лук, укроп, солим по вкусу. Добавляем 1 столовую ложку майонеза и перемешиваем. Начинка готова. Берем небольшое количество свекольно-картофельной массы. Делаем лепешку. В середину кладем 1 чайную ложку начинки и формируем клубнику. Таким образом делаем все остальные. В емкость наливаем 2 столовые ложки оливкового или растительного масла. Добавляем 1 чайную ложку лимонного сока и перемешиваем. Кисточкой смазываем клубнички.
Из петрушки делаем хвостики. Кладем на листья салата и посыпаем кунжутными семечками. Из этой пропорции получается 20-25 штук, в зависимости от того, какого размера вы будете делать клубнику. Закуска получается очень вкусная, красиво смотрится на праздничном столе. Уверена, такая закуска никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить. Нежный, свежий и очень вкусный закусочный рулет из лаваша. Тонко шинкуем 200 граммов пекинской или молодой белокочанной капусты. Мелко нарезаем пучок укропа. Нам понадобится 2 листа лаваша, размер 30 на 40 сантиметров. Берем один лаваш и смазываем его майонезом 2-3 столовые ложки. Сверху посыпаем половиной порции укропа. Накрываем вторым листом лаваша. Смазываем оставшимся майонезом. Сверху на лаваш натираем на мелкой терке 4 вареных яйца и 200 граммов крабовых палочек. Распределяем равномерно. Сверху выкладываем капусту. И присыпаем оставшимся укропом. Сворачиваем плотно в рулет. Заворачиваем в пленку и кладем в холодильник часа на 3 пропитаться. Достаем из холодильника и нарезаем на порционные кусочки. Вот так рулет выглядит в разрезе. Яркий, нежный и очень вкусный. А капуста придает свежести и легкости. Попробуйте приготовить. Желаю вам приятного аппетита и готовьте с удовольствием. Салат «Карнавальная ночь». Сочный, нежный и очень вкусный. 300 грамм шампиньонов разрезаем пополам, а затем каждую половинку на 3 части. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем на большом огне минут 5. Мелко нарезаем один репчатый лук и добавляем его к шампиньонам. Перемешиваем, жарим еще минуты 2-3, пока лук не станет мягким. Солим, перемешиваем, снимаем с огня и даем остыть. Пекинскую капусту 300 грамм нарезаем крупными полосками. Жесткую часть листьев я не использую. На блюдо выкладываем первым слоем пекинскую капусту. Немного солим и делаем сеточку из майонеза. Сверху выкладываем остывшие грибы с луком. Затем куриное мясо, порезанное небольшими кусочками. Я заранее отварила 2 куриных бедра в подсоленной воде с добавлением лаврового листа, черного и душистого перца горошком и остудила в бульоне. Делаем сеточку из майонеза. Сверху выкладываем помидоры черри, порезанные пополам. Посыпаем укропом. Даем пропитаться минут 30 и подаем. Салат получается сочный и очень вкусный.
В нем идеальное сочетание всех продуктов. Замечательно подойдет для любого праздничного стола. Попробуйте приготовить. Торт Прага. Для теста в чашу миксера разбиваем 2 яйца и взбиваем в легкую пену. Добавляем 200 граммов сахара и взбиваем, чтобы масса увеличилась в объеме. Затем добавляем 1 банку сгущенного молока, это 380 граммов, 400 граммов сметаны, у меня сметана 15% жирности, 100 граммов растопленного черного шоколада комнатной температуры, и взбиваем миксером, просто чтобы масса стала однородной. – 250 граммов муки и 4 столовые ложки какао просеиваем в жидкую смесь. На небольшой скорости перемешиваем миксером. Как только сухая и жидкая смеси начнут соединяться, 2 чайные ложки соды без горки гасим 2 чайными ложками 9% уксуса и добавляем в тесто. Теперь на небольшой скорости перемешиваем миксером тесто в однородную массу. Вот такое получается тесто. Я буду выпекать в разъемной форме, диаметр 24 см. Дно я застелила бумагой для выпечки. Стенки формы ничем не смазываю. Выливаем тесто в форму, слегка прокрутить форму, чтобы при выпечке не образовалась горка. И ставим выпекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов минут 45-50. Ориентируйтесь по своей духовке. Для крема в сотейник разбиваем 2 яйца, добавляем 200 граммов сахара, 2 столовые ложки муки и перемешиваем венчиком. Вливаем 300 мл молока, все хорошо перемешаем и на небольшом огне, постоянно помешивая, завариваем крем. На это уйдет буквально 3-4 минуты. Крем переливаем в мисочку, накрываем пленкой, так чтобы пленка касалась крема, и даем остыть. Вынимаем корж из духовки, готовность проверяем деревянной палочкой. Если сухая, значит корж готов. Даем постоять в форме минут 15-20. Затем проходим ножом вдоль стенок формы. Снимаем кольцо. Корж переворачиваем на доску или решетку. И даем полностью остыть. Корж должен настояться в течение 7-8 часов. – 150 граммов сливочного масла комнатной температуры взбиваем миксером минуты 2-3. Добавляем 3 столовые ложки какао и взбиваем 1-2 минуты. Добавляем остывший крем и теперь взбиваем все вместе, чтобы получился легкий и воздушный крем. Вот такой получается крем. Остывший корж разрезаем на 3 части. У меня на корже получилась такая интересная серединка, поэтому я верхушку срежу. И разрезаем при помощи ножа или нитки корж на 3 части.
Теперь собираем торт. Кладем первый корж. Я буду пропитывать коржи вишневым соком. Можно сварить сахарный сироп и пропитать сиропом. Все на ваше усмотрение. Выкладываем половину крема. Разравниваем. Кладем второй корж. Слегка придавливаем. Пропитываем вишневым соком. И выкладываем вторую часть крема. Разравниваем. Кладем третий корж ровной стороной вверх. Смазываем торт абрикосовым джемом. Я взяла абрикосовое варенье и перетерла через сито. Его понадобится всего 50-60 граммов. Ставим торт в холодильник на 15-20 минут. На водяной бане растапливаем 100 граммов черного шоколада и 100 граммов сливочного масла. Достаем торт из холодильника и покрываем шоколадной глазурью верх и бока торта. И ставим в холодильник пропитаться на 4-5 часов. Торт получается невероятно вкусный, нежный и очень шоколадный. Это один из моих любимых тортов. Когда-то в очередной раз готовила этот торт на какой-то праздник и решила в тесто добавить растопленный черный шоколад. И не пожалела. Теперь готовлю только так. Торт просто превосходный. Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.